1820 году. «Юная госпожа, к вам прибыла леди Аврора, дочь маркиза, она ожидает вас в гостиной». «Я тебя поняла, Мелани. Скажи леди Авроре, что я сейчас к ней спущусь. Она проделала столь долгий путь. Именно в тот отвратительный день начались круги моего ада. Розоволосая юная красавица, что была похожа на ангела, смогла испортить мне жизнь. С самого начала ее цель была избавиться от меня. Первый, кто отвернулся от меня из-за нее, была моя матушка. Я считала Аврору подругой, и на моей стороне всегда оставалось два человека. Это Мелани и Аврора. Когда мне исполнилось 16, меня обручили с юным графом. Я не была против помолвки, так что я была даже счастлива. Даже мой жених встал на сторону Авроры. Когда та меня нагло оклеветала, и я правда думала, что я виновата. К 18 годам Аврору отравили, и все решили, что это я решила сделать это. Мой жених не простил такого поступка, и меня отправили на смертную казнь. Даже тогда я молила Бога о прощении, что прожила столь ужасную жизнь. Я не хотела, чтобы моя подруга страдала. «Мелисса, наконец настал тот день, когда ты будешь гореть в аду, жалкая стерва. Спасибо, что помогла создать счастливую жизнь». Мне дали шанс изменить свою судьбу. Я переродилась в тот день, когда Аврора начала проявлять свое «я». Но почему именно в этот день? «Доченька, ты себя неважно чувствуешь? Мелани сказала, что у тебя что-то случилось. Все хорошо?» «Матушка, я больше не хочу видеть Аврору в нашем поместье. Всем сердцем молю вас, я хочу прервать общение». «Мелисса, но Аврора тебе так нравилась. Она как раз приехала и ждет тебя». «Я же сказала, что не желаю ее видеть. Разве вам моя молва не совсем понятна? Простите за грубость, матушка». «Хорошо, Мелисса, я тебя поняла. Но все же соберись и как настоящая леди скажи маркизе Авроре это в лицо». «Да я не то чтобы говорить с ней не могу. Я просто не могу даже посмотреть на ее отвратительное лицо». Через 2 часа. «Мелисса, ты как-то долго. Я так скучала по тебе. Как твое самочувствие?» Мне было немного дурно, так что не бери себе в голову. И еще у меня есть к вам серьезный разговор. С этого момента я не хочу с вами дружить. Прошу, не приезжайте больше к нам в поместье. Думаю, и так все понятно. «Мелисса, твои слова ранят мое сердце. Как ты можешь так поступать? Объясни, почему?» Я просто поняла, что вы мне не ровня, леди Аврора. Всего хорошего. И попрошу вас забыть обо мне. Засим отклоняюсь. «Не ровня, говоришь? Да что ты о себе возомнила? Что еще за дерзкие выходки, Мелисса? Ты еще пожалеешь!» «Ллойд!» «Рад вас видеть в хорошем расположении духа, госпожа. Чем я могу быть полезен?» «Со мной все хорошо, я просто хотела спросить, не мог бы ты меня сопровождать, когда я отправлюсь в город?» «Госпожа Мелисса, я лишь ученик, так что не могу, простите. Думаю, будет лучше попросить семейного рыцаря или рыцаря маркизы». «С глупой маркизой мы больше не подруги. Я сегодня ей сообщила, что она мне не ровня». «Думаю, госпожа, вы сделали правильный выбор. Надеюсь, вас не опечалит такой разрыв общения с леди Авророй». Ллойд Шеньфе, в прошлой жизни он был моим верным бешеным псом. Он был внебрачным сыном императора. Его мама была жалкой дворянкой, которая раньше работала моей няней. Император завел с ней интрижку, и вот так появился Ллойд. Никому не нужный Ллойд. Он служил мне верой и правдой, выполнял самую мерзкую работу. Он был младше меня лишь на год. Когда мой Артур отправил меня в тюрьму,
Ллойд перерезал всю охрану, чтобы освободить меня, но за день до моей смерти умер от рук жениха. И тогда маркиза проявила свое «я», когда бедной графине отрубили голову за отравление. Конец. А почему в главной роли этого романа главная героиня — это ты? Сестренка слишком печально представляет свое будущее. Это лишь роман, Милана. Твоя сестра не будет повторять судьбу главной героини, так что не переживай. А вот мне никогда не нравилась леди Аврора. Может, сделаем так, что она вообще не жила вовсе? Кстати, мне матушка рассказала, что хотят устроить твою помолвку с графом Артуром. Правда здорово? Я бы отказалась, мы с ним явно не пара. Юный граф как личность мне не интересен. Неужели других кандидатов нет? Значит, я и его добавлю в список, кто так ненавистен Мелиссе. Теперь надо придумать, как избавиться от них. Милана Танишевская, моя младшая сестра. В прошлой жизни была первой красавицей в стране. Она очень любила меня. Милана с самого начала ненавидела Аврору и Артура. У нее был скверный характер, и если ей кто-то не нравился, то она делала все, чтобы избавиться от него. Аврора втайне творила пакости за моей спиной, чтобы всячески вредить Милане, а мне лишь пускала пыль в глаза. За 3 года до моей смерти Милана умерла из-за яда. Ллойд же по моему приказу оберегал ее как мог, но в свои 16 она умерла. Сегодня приезжала леди Аврора, по секрету она мне рассказала, что графиня Мелисса прекратила их общение. Леди Мелиссе, наверное, очень грустно. Думаю, ей так нужно было. А насчет маркизы, она быстро отойдет от печали. Я слышала от матушки, что ты будешь помолвлен с юной графиней. Это печально. Аврора тебе больше подходит. Ариэль, ты не знаешь, что из себя представляет юная графиня. Да и семьи лишь думают над нашей помолвкой. Я все же буду стоять на своем. Не хочу, чтобы мой братик жил с ужасной злодейкой. У Авроры. Мелисса Танишевская. Как она могла бросить меня? Я ведь была паинькой, я лишь хочу жить счастливо с Артуром. Госпожа, это же хорошо, что вы больше не подруги. Так вы сможете проводить больше времени с господином Артуром. Точно? Это же просто замечательно. Я срочно должна его увидеть. Он увидит печальную меня и тогда точно полюбит. Вечером. Аделиада, учитель Ллойда, сказал мне, что у него невероятные успехи в учебе. Граф, если бы не вы, император бы погубил моего малыша. Мы с Ллойдом очень благодарны вам. Кстати, я очень переживаю за юную госпожу. Она никогда не ладила с Ллойдом, но сегодня попросила его стать ее эскортом. Правда? Мелисса очень умна для своих лет. Она вольна делать все, что угодно. Если она так решила, то почему бы детям не поладить? Я очень благодарна вашему графству. Как и раньше, я продолжу быть верной слугой. Еще раз спасибо. Аделиада, я уже много раз говорил, что мне несложно вам помочь. Твой отец спас мою дочь, поэтому я хочу спасти тебя с сыном. У вас очень доброе сердце. Я счастлива, что такие люди еще существуют. Я буду лишь молить Бога о вашем счастье. Мой план спасения от гибели. Как прожить хорошую жизнь без роли глупой злодейки? При этом спасти жизни моих родных. Сейчас я должна вспомнить все. Если избегу старой трагедии, то тогда я смогу жить долго и счастливо. В прошлой жизни было всего 3 парня, с которыми я явно не ладила. Но сейчас-то я исправлю свои ошибки. Итак, мой преданный безумный пес Ллойд Шеньфе, внебрачный сын императора. У него роль слуги-злодейки. Помогу стать императором, тогда он спасет мою жизнь. Второй кандидат — это Магнус Крон. Его роль была безумного злодея, который был влюблен в ангельскую оболочку Авроры.
Хотя, может, я и ошибаюсь, и это лишь слухи. И самый главный кандидат, которого я ненавижу больше своей жизни. И самый главный кандидат, которого я ненавижу больше своей жизни. Его роль была глупого главного героя. Моя главная помеха к счастливой жизни – Аврора с графиней Ариэль. Они воплощали мои кошмары наяву. Моя задача – выжить до 18 лет. Тогда кошмар первой жизни не повторится. И я уже смогу создать свое долго и счастливо. Точно, мы много раз виделись с Магнусом, но я так была очарована Артуром, что совсем забыла про него. Мы не так уж и много и общались, но можно было понять, что он любит не Аврору, а меня. В дочку графа, которая избавлялась от мишеней, как от зверушек. «Магнус, взгляните, мой любимый идет. Чёрт, как я вообще могла такое забыть? Это ведь очень важно. И именно он помогал Авроре, чтобы Артур бросил меня, но меня казнили. Почему в прошлой жизни на меня смотрели только тираны? А я как дура верила Авроре с Артуром. Слишком печальный конец. Сейчас нужно действовать. Первым делом я должна придумать план, как защитить Милану, ибо времени осталось мало. На следующее утро. Ллойд, я очень не хочу, чтобы ты стал моим эскортом. Я хочу помочь тебе стать императором. Но взамен ты будешь меня защищать. Юная госпожа, ну какой из меня император? Я не смогу им даже стать. Так что прекратите шутить. Ллойд, ты такой капризный. Хорошо, раз так, то давай станем друзьями. Ты же еще ребенок, а совсем без общения. Ой, как же так вышло? Простите, юная госпожа, у меня дернулась рука. Надеюсь, вы не ушиблись. Нет, все нормально, Ллойд. Люди так поступают, когда кого-то ненавидят. Я просто жалкая. Госпожа Мелисса, не говорите так. Я вас не ненавижу, просто для меня ваше поведение очень странное, понимаете? Так что не нужно лить слезы, хорошо? Если нас кто-то увидит, то люди подумают, что я вас обижаю. Что, вы меня обманули? Да что ж такое, вы только что плакали, но сейчас улыбаетесь. Теперь я еще больше запутался. Замечательно, я тебя разыграла, так ведь? А ты купился. Ллойд еще совсем ребенок. Какая забава. Не насмехайтесь надо мной. Как вы можете так легко играть над чувствами людей? Вы не думаете, что это немножко жестоко? Ну, Ллойд, ты слишком серьезный на этот счет. Будь проще. Я лишь играю с тобой, но ты весь как на иголках. Я же не обижу тебя. Глаза мозолит. Чего он хочет от нее, Мелани? Сестренка проводит с этим мальчиком все время. Почему? Может, чтобы порадовать юную госпожу, мы с вами приготовим печенье? Думаю, она будет счастлива получить их от вас. Точно, печенье! Сестренка сама не своя, постоянно говорит о своей смерти. И о том, чего вообще не было. Печенье поможет ей. Вспоминая госпожу Мелиссу в прошлом, которая не интересовалась жизнью и просто хотела умереть, то сейчас она словно другой человек. Она не считала нужным иметь хорошие отношения со своей семьей. Она была ребенком, который потерял интерес к жизни и просто ненавидел всех. Слишком холодная, равнодушная, не желающая любить и получать любовь. Такой была моя любимая госпожа до тех пор, пока не встретила леди Аврору. Она относилась с доверием лишь ко мне, только мне показывала свои эмоции. Сейчас юная госпожа другая. Наблюдая за тем, как ей весело, на душе сразу спокойно. Надолго ли это? Господин, пустили слух, что леди Мелисса прекратила общение с маркизой Авророй. Маркиза хорошенько постаралась, чтобы многие говорили плохо о графине. Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты относился с уважением к юной графине. Ты что, совсем страх потерял? Если бы она услышала тебя, ты был бы мертв. Простите, я был бестактен. Обещаю, что больше такого точно не повторится. Мне очень жаль. Все же Мелисса мой давний друг. Думаю, будет лучше отправить ей письмо. Ей ведь так нравилась эта собачка, что теперь ей, наверное, грустно.
Ну да, 4 года не общались, а тут письмо послать решили, господин Магнус. Вы думаете, что юная графиня все еще помнит про вас? Впервые мы встретились на одном балу. Мелисса всегда выделялась среди тусклой толпы. По ее глазам было видно, что ей все омерзительны. Я видел в ней некое очарование, слишком юное и при этом не имела никакого интереса к жизни. Наверное, это меня в ней привлекло. Ты лишь носила маску и держала между нами дистанцию, давая мне понять, что ты очень необычная. Это пугало меня, но я не сдавался. Как только ты позволила быть рядом с тобой, твоя улыбка радовала мою душу. И я правда думал, что из нас могут выйти хорошие друзья. Но в один момент ты просто исчезла. Ты не отвечала на мои письма, я сильно переживал и скучал. Неужели это была игра? Мое сердце было разбито. Мелисса, прошу тебя, не поступай столь так жестоко. Ты решила выбрать себе в игрушке маркизу? Но я же тоже твой друг. Крича прямо себе в душу, я понимал, какой именно будет твой ответ. Ты лишь носила маску, ибо все люди тебе противны. Для тебя исчезнуть из чужой жизни – норма. Магнус, как можно быть такой невежей? Вы ведете себя как ребенок. Я не обязана быть с вами рядом. Я вольна делать, что хочу. Да, ты всегда была такой. Я лишь хотел тебе помочь, но ты решила, что тебе это не нужно. Наплевав на чужие чувства, ты исчезла на 4 года. Ты доверилась бешеной собаке, которая врет своему хозяину в глаза. Именно эта собака воткнет тебе нож в спину, а ты все равно будешь ей верить. На следующий день у Магнуса. Он позвал свою старшую сестру в гости. Знаешь, Фелия, одному моему другу интересна одна девочка. И вроде бы все нормально, но в один момент она пропала, даже на письма не отвечает. Это твой друг, если правда любит ту леди, то должен хорошенько показать ей эту любовь. Магнус, мы случайно говорим не о Мелиссе Танишевской. Фелия, все это тебе нужно знать. Ну, допустим, это так. Но Мелисса даже дом не покидает. Мы с ней встречались очень давно, но она даже шанс на общение не дает. Она мудрая леди, которая покорила мое сердце, но как можно быть такой жестокой? Будет проще, если мы ее украдем. Глупый Магнус, к чему такая одержимость? Если ты не слышал новости, то ее семья хочет устроить помолвку к ее 16 годам. Помолвка? Интересно. С радостью переломаю ноги этому счастливчику. Этот человек явно ее недостоин. Я лишь помогу моей старой подруге избежать политического брака. Ллойд, я слышала от отца о твоих успехах. Я так рада за тебя. Старайся и дальше. Я очень надеюсь на тебя. Я хочу, чтобы ты служила мне, Ллойд. Я помогу тебе стать императором, как и обещала. Просто взамен ты должен защищать нас с Миланой. Госпожа Мелисса, пожалуйста, прекратите приходить ко мне. Я не хочу быть императором и не хочу служить вам. Я не могу вам верить, поймите это уже. Да что такое? Ты мой слуга, мой! Я твоя госпожа и никто другой. Еще одно слово, я скажу казнить тебя. Как ты смеешь мне грубить? Разве так сложно быть моим верным псом? Моя милость тебя разбаловала. Я просто хотела как лучше, но ты начал мне грубить. Я не поверю в то, что вы стали добры ко мне. Я никогда не буду служить вам, никогда. Избалованная аристократка только и может властью тыкать. Не хочешь, по-моему, будет по-плохому. Я заставлю тебя делать то, что именно я хочу. Не будешь меня слушать, я убью тебя. Госпожа, вам не идет к лицу эта злость? Вам больше подойдет плохо. Хотите убить меня? Флаг в руки. Только этими слабыми ручками ничего не выйдет.
Не смей дерзить мне. Ты не знаешь, что такое благодарность. Я просто хотела помочь тебе. Но раз ты ведешь себя хуже животного, то так тому и быть. Я виноват. Бог не простит свое дитя. Я отверг милость своей госпожи, я животное. Если госпожа хочет, чтобы я был ее псом, то так тому и быть. Эпизод 1. Забытое прошлое Ллойда. Ллойд? Ллойд, ты опять стоишь тут один? Я тебя как раз искала, давай пока поговорим немного. Я скоро уеду по делам. Мне приснился сон, где вы называли меня вашим слугой, знаете. Так неприятно было на душе, что леди Мелисса называла меня животным. Не знаете, к чему это? Это просто кошмар, не бери в голову. Мы ведь друзья, Ллойд. Ллойд, я бы никогда тебя не обидела, ты же знаешь. Сны — это сны, прошлое всегда остается в прошлом. Так что отпусти этот кошмар и больше никогда его не вспоминай. Я твой друг, поэтому запомни это. Знаешь, Мелисса, ты очень много нервничаешь. Почему? Неужели ты меня боишься? Я что, такой страшный? Ты же сама сказала, что это лишь сон. С каждым разом мне все интереснее за ней наблюдать. Мелисса, чего же ты так боишься? Если она не хочет меня обидеть, то это очень мило. Ллойд, как же я могу? Я вовсе не боюсь тебя. Я очень дорожу тобой, мой дорогой друг. Выброси эти гадкие мысли из головы. Мелисса, ты знала, что очень похожа на кошку? Они такие же хитрые, как и ты. Мне слишком забавно от твоих слов. Какая еще кошка, бред? Иди скажи кучеру, чтобы он подготовил мне карету. Я должна поехать на чаепитие. Хорошо, я тебя понял. Главное, не забывай про меня и заходи почаще, моя милая Мелисса. Хоть Ллойд и вел себя странно, но самое главное, что мы поладили. Я правда не хочу быть как раньше, поэтому хорошенько постараюсь. Ллойд, сядь нормально, как это подобает принцу. Неужели ты хочешь быть как дикарь? Где твои манеры? Мелисса, я ведь не принц, так что все нормально. К чему весь этот этикет? Мы ведь все равно в карете. Ведешь себя как моя супруга. Что за глупости ты говоришь? Какая из меня супруга? Ты ведь принц, а я, проще говоря, я хочу как лучше. Мелисса, ты так жестока ко мне. Неужели я настолько уродлив, что ты никогда не станешь моей супругой? Ой, это так печально. По твоим словам, я стану императором. Ты сама на все это согласилась. Так что не смей от меня сбегать. Я все равно найду тебя. Боже, какие страшные слова, Ллойд. Прекрати такое говорить. Я же не твоя вещь. Да и я не собираюсь сбегать. Тем более куда. О, кто бы мог подумать, что сама Мелисса Танишевская все же придет на наше чаепитие. Это такое событие. Знаете, я думала, вы, как всегда, останетесь дома, но я безумно рада, что вы все же пришли. Да еще со своим слугой? Да что ты, мне просто было плохо все это время. Но раз мне стало лучше, я решила приехать. Но я и подумать не могла, что меня так радушно встретят. Девочки, разве не пора зайти уже в сам особняк? Чаепитие в самом разгаре, поэтому давайте просто повеселимся. Что думаете, Мелисса? О,
Ох, да, конечно, отличная идея, леди. Простите, я еще не знаю вашего имени, но надеюсь, что мы с вами поладим. Это так здорово. У Ллойда что-то на лице? Не понимаю, почему Ариэль так смотрит. Хотя тогда же лучше. Может, она ничего не учудит на это мероприятие? Чуть позже, когда все зашли в особняк Ариэль. Она пришла со своим слугой. Выглядит отвратительно. Как мы и планировали, можем попросить слугу случайно испортить ее платье напитком. А еще пришел Магнус вместе с Фелией. Ради тебя, Аврора, я помогу тебе сойти с моим братом, поэтому испортить платье для меня мелочи. Обратить внимание Артура не так уж и сложно. Но кто бы мог подумать, что приедет Мелисса, сколько можно мозолить мне глаза. Ариэль, ты такая милая, но разве не будет лучше, если мы немного исправим лицо Мелиссе? Она такая хмурая, нужно это исправить. Боюсь, тот слуга не даст нам этого сделать. Ты его видела? От него исходит ужасная аура. Слишком пугающий человек, но Мелиссе такие люди подходят. Но знай одно, что сердце моего брата лишь в твоих руках. Я сделаю все возможное, чтобы та ведьма не смогла жить счастливо. А уж тем более не смогла бы выйти за моего брата. Собрались два придурка в толпе. Где сейчас Ариэль с Авророй? Эти двое точно что-то надумали. Я в этом полностью уверена, сегодня что-то да будет. Госпожа, те господа вас как-то обидели? Вы так на них долго смотрели, я уже подумал, в них дыра появится. Если они что-то сделали, сразу расскажите мне. Эти уроды смогут испортить мне жизнь. Я бы лично их отпинала, поэтому, Ллойд, пообещай, что станешь императором, чтобы защитить меня от них. Любыми способами, понял? Но самое главное быть тихим, чтобы плохие люди императора не избавились от такого бастарда, как ты. Хорошо, я тебя понял. Пойду по головам ради тебя. Надеюсь, что тогда ты сможешь принять меня, Мелисса. Только попробуй сбежать. Спустя час я решила уйти в другую часть особняка, чтобы немного прогуляться. Это еще кто? Здравствуйте, леди Мелисса, я так рада вас видеть. Вы бы знали, как я волновалась за ваше здоровье все это время. Меня зовут Мирианна, и я из рода Валье. Что ты творишь? Боже, как же больно, ты видела, что у меня в руках горячий чай. Но все же специально махала руками. Как вы могли подумать о таком? Хотите сказать, что я виновата? Но это же не так, я не нарочно это сделала, мне правда очень жаль. Простите меня. Если у моей госпожи останется шрам, я лично твое лицо скормлю с собакам. Глаза на что для красоты, слепая курица. Мне правда очень жаль, это все моя вина. Но я не хотела навредить леди, я лишь хотела подружиться с ней, правда. Еще раз увижу тебя с моей леди, я сделаю все, чтобы навредить роду Валье. Примите это как факт. Вы меня поняли? Ллойд, замолчи, от тебя у меня уже голова болит. Оставь леди Мириану и поехали домой. Мне сейчас нужно обработать ожоги, тупица. Десять минут спустя после уезда Ллойда и Мелиссы. Артур, я так переживаю за Мелиссу, мне так страшно, что ее прекрасное лицо теперь изуродовано. Как же так вышло? Я вам клянусь, я не хотела навредить леди. Мне правда очень жаль, я лишь хотела поладить с ней. Простите меня, но я не виновата.
Теперь из-за тебя я, наверное, вообще не увижусь с Мелиссой. Мириана, ты опять все испортила. Я так долго ждал встречи с ней. С чего ты вообще решила, что можешь стать другом Мелиссе? Она бы никогда не считала тебя своим другом, а сейчас и подавно. Да почему вы все накинулись на нее? Прекратите. Вам прямо говорят, что она сделала это случайно. Накинулись на нее как ястребы на жертву. Артур, я просто переживаю за свою возлюбленную. Тебе это не понять. Ты думаешь лишь о себе. Тебе вообще все равно, что она обожгла лицо? Да как ты смеешь? Тебя вообще не смущает, что она моя невеста? Я бы на твоем месте закрыл свой рот и забыл бы о Мелиссе. Как я смею? А вот и посмею. Вы даже не помолвлены, так что я смогу легко забрать Мелиссу себе. Я, в отличие от тебя, ценю ее как человека. На твоем месте я бы перестала думать о моем брате. Он никогда не посмотрит на такую леди, как ты. Такова его натура. Разве я не заслуживаю любви? Я ведь тоже человек. Он никогда меня не замечает. Все так вцепились в эту Мелиссу. Так обидно. Ты гнилая натура, мой брат никогда не полюбит тебя. Ты можешь лишь наблюдать, поэтому не смей мечтать о нем. Через некоторое время в особняке Танишевских. Госпожа, мы должны срочно наказать того, кто сделал это с вами. Вы ведь так обожгли лицо, а если шрамы останутся? Сестренка, скажи, кто это сделал? И я ему лично взбучку устрою. Как они посмели навредить тебе? Да я им... Не нужно никого беспокоить, хорошо? Это вышло случайно, рана быстро заживет, поэтому просто не обращайте внимания. Госпожа, я все расскажу вашей матушке. Я не смогу скрывать ваши раны. Мы не можем все так оставить, понимаете? Тот, кто в этом виноват, должен за все ответить. Мелани, я устала и хочу отдохнуть. Отведи Милану в свою комнату. А со всем остальным разберемся завтра. А сейчас идите. Что? Мелиссе обожгли лицо? Какая дрянь посмела это сделать? Сообщите об этом моему мужу. Он должен знать. Не успела моя дочь встать на ноги, как ее сразу же ранят. Я сотру в порошок этого человека, который посмел поднять руку на мою дочь. Аделиада, как она себя чувствует? Ей уже обработали ожоги? Сильно ли ей плохо? Расскажи мне все. Как только юная госпожа приехала домой, мы сразу же оказали ей первую помощь. Как только нашей госпоже навредили, Ллойд помог ей. Да я им головы вскручу. Не нужно было ей туда ехать. У Мелиссы всегда были недоброжелатели. Ну кто бы мог подумать, что они сделают такое? Срочно иди к моему мужу и скажи, чтобы тот завтра отправился в особняк маркиза. Он должен лично отомстить за свою дочь. Госпожа, простите за наглость, но можно я буду защищать Мелиссу? Я не хочу, чтобы она так страдала. Я сделаю все возможное. Отправишься в академию, чтобы ее защищать. Ты должен быть сильным рыцарем. Когда уже отучишься, сможешь ей хоть как-то помочь. Зачем ты пошел за мной? Я ведь дома, мне не нужна твоя опека. Не бойся, мне никто не навредит. Я просто боюсь, что вы сможете пораниться без присмотра. Я
очень переживаю. Я смотрю, ты сильно привязался ко мне. Интересно, почему? Я ведь не особо нравилась тебе. Эту причину не особо важно знать. Самое главное, чтобы ты была в полном порядке. Да и как твой рыцарь, я должен помогать тебе. Вы поглядите-ка на него. Ну как можно говорить такие милые вещи с таким каменным лицом? Ллойд, сделай лицо попроще. Я уезжаю в академию на 4 года. Отправляюсь я туда через 3 дня, поэтому, Мелисса, просто дождись того времени, когда я приеду, и смогу избавиться от тех, кто тебе ненавистен. Как 4 года? Кто дал тебе такой приказ? Скажи мне, ты не должен его выполнять. Если не хочешь, то не нужно ехать в академию, хорошо? Ллойд, ответь. Я просто сказал вашей матери, что хочу помогать тебе, поэтому она мне разрешила быть рядом, Мелисса. Просто пообещай, что будешь ждать меня. Спустя 3 дня Ллойд все же уехал в академию. Было грустно с ним прощаться, но все же это было нужно. Поэтому после его уезда я занялась развитием моего плана. Чёртовы курицы, зла не хватает на них! Как только их увижу, сразу задушу! Всё, покоя от них нет! Ох, ну что за удача. Милана их ненавидит. Теперь я могу в будущем хоть как-то избавиться от Ариэля и Авроры. Ничего, расплата за старые грехи будет совсем скоро. Милана, чем ты тут занимаешься? Если мама узнает о твоем новом хобби, она точно не оставит тебя в живых. Я учусь самообороне. Мелисса, ты ведь слабая, так что я хочу защищать тебя, и ты, главное, не бойся, я очень сильная. Где ты видела благородную леди с мечом? Ну уж нет, так не пойдет. Я все расскажу маме и папе за твое баловство. Сестренка, ну не надо, а то Ариэль опять будет насмехаться надо мной. Я не переношу ее компанию на дух, а Аврору уж тем более. Я обещаю, что буду послушной, правда-правда. Только не рассказывай все матушке, она когда в ярости похожа на самого сатану. Ладно, так уж и быть, но с Авророй и Ариэль я разберусь. Просто так я этого точно не оставлю. Мелкие твари, что вы уже учудили на этот раз? Видимо, я недостаточно защищала Милану, раз они затявкали. Что это значит, что они требуют скорейшей свадьбы? Да кто они вообще такие? Мы даже насчет помолвки ничего не решили. Ну, сама подумай. Артур даже очень хорошая партия для нашей Мелиссы. Если они сыграют свадьбу, то мы сами же будем в плюсе. Я сказала нет. Я не выдам свою дочь за мелкого засранца графской семьи. Придумай что-нибудь, откажи им в конце концов. Для Мелиссы будет лучшая партия принц. А вообще она сама должна решить, за кого выйдет замуж, понял? А что, если мы представим Ллойда как принца его величества? В академии-то никто не знает, что он сын императора. Как раз когда приедет Ллойд, на его 18-летие все узнают, что он принц. У него уже будет хорошая репутация, и у императора уже не будет выбора. Если большая часть аристократии встанет на сторону Ллойда, то и правда у старика не будет выбора, тогда он сделает его наследником. Господи боже мой, если Ллойд станет императором, а Мелисса станет матерью-императрицей, то это не будет уже слишком, разве Мелисса хочет быть с ним? Я явно никогда не пойму свою жену, чем на этот раз я не угодил план.
Какой жених нашей дочери вообще нужен? В этот же день, через 5 часов после отправки письма. «Привет, Жанкис. Какие-то новости насчет моей невесты? Тут такое дело, они сначала тянули с ответом, но потом все же господин Танишевский отправил письмо. И вести не очень хорошие». «Ну что ты такое говоришь? Что он ответил? Свадьбу задержат немного? Если так, то это не страшно». Они отказались от свадьбы и разорвали помолвку, сказав, что их дочь еще мала для замужества, да и не время еще. Что значит разорвали помолвку? Кем они себя возомнили вообще? Они потом явно об этом пожалеют. Тем временем у Авроры с Ариэль. «Ариэль, как ты мне объяснишь то, что Артур хочет жениться на Мелиссе? Ты решила испортить мне план?» «Аврора, я правда не виновата, ты же сама знаешь, что я делаю все, что в моих силах». «Значит, делаешь недостаточно. Раз уж Артур резко захотел свадьбу, то нужно избавиться от невесты. Подсыпь ей яд в еду». «Я не думаю, что это хорошая идея. Где мы найдем яд? Нас же потом накажут, может, не надо?» «Как ты можешь так со мной поступать? Ариэль, ты что, меня ненавидишь? Не хочешь мне счастья?» «Нет, я всегда на твоей стороне, просто яд в еде, разве это не слишком? Я боюсь за нас». «Если сможешь отравить дочь графини Мелиссу Танишевскую, я заплачу тебе 1000 золотых». «Госпожа, ну как я это сделаю? Юная графиня даже не общается с вами. Как же мне поступить?» «Сделай так, как посчитаешь нужным. Выполнишь мой приказ, я озолочу тебе так, что до конца жизни не будешь работать». Тем временем вернемся к Мелиссе. «Госпожа, вы такая красивая, лучше вас никого нет. Как вам идут светлые тона в одежде? Они сейчас очень даже в моде». «Мелани, я слышала, что сегодня было утром. Но почему ты мне ничего не сказала? Ты же знаешь, как для меня это важно». Еще и какого-то чёрта приехал Магнус к нам в поместье. Для чего я вообще так вырядилась? Это было не обязательно. Как только я решу проблему с Артуром, сразу же напишу письмо в академию. За это время, пока он там, мы должны найти ему опору от знати. «Госпожа, ну разве вы не хотели раньше выйти замуж за господина Артура? Почему вы так резко поменяли свое отношение к браку?» «Мне почти 16, а они уже свадьбу требуют. Не помню такого, чтобы Артур вообще интересовался мной. Чёртов козёл». «Да как он смеет? Думать, что ему всё можно? Я себя не на помойке нашла, чтобы выйти замуж за такого человека». Пусть лучше на Авроре женится. У этой дуры после слов «горько» не будет никакого будущего. А у меня их очень много. Моя леди, сделайте глубокий вдох и вспомните, кто вы на самом деле такая. А еще вас ожидает гость, так что поторопитесь. Я будущая графиня. Я все смогу. А еще могу выгнать этого сопливого мальчишку из поместья. Мелисса, я так рад тебя видеть, надеюсь, ты уже лучше себя чувствуешь. Хочу подарить тебе эти цветы, они мне напомнили тебя.
Хочешь сказать, что я такая же уродливая, как этот букетик? Это даже не цветы, а веник. Спасибо, Магнус. Да, ты права. Этот букет по сравнению с тобой совсем ничтожество. Я должен был купить тебе сам бутик с цветами? Да не нужны мне твои цветы. Зачем пришел вообще? Мы не так сильно близки, чтобы ходить друг к другу в гости. Эти твои жалкие попытки пообщаться, для чего они вообще? В прошлый раз тебе вообще не было до меня дела. Стоять! Я слышал, твой дружок уехал в академию. А туда ведь не так просто попасть. Будет неприятно, если над ним будут издеваться. Да чтоб тебя! Как бы я ему ни грубил, он все еще как щенок бегает за мной. Ну ничего, Ллойд тебе такое покажет. Ллойд же остановится ненадолго в одной деревушке, чтобы отдохнуть и поехать дальше. Но они встретили девушку, которая попала в беду. А если точнее, то один барон кричал на всю улицу, чтобы девушку наказали. «Мерзавка, да как ты посмела испортить мой костюм? Он стоит дороже твоей жизни. Я знаю, что с тобой сделаю». «Ллойд, помоги той девочке. Он же убьет ее. Мы должны ей помочь. Этот мужчина ее даже не пожалеет». А я-то что сразу? Аристократы всегда такими были. Мелисса в прошлом и не такие вещи творила. Но я, как обычно, должен помогать другим. Пацан, да что ты себе позволяешь? Ты знаешь, кто я такой? Один мой приказ, и ты лишишься головы. Я барон Тунелла. Закройся, дядь. Слишком много болтаешь лишнего. Если отрубишь мою голову, графская семья уничтожит твой род в прах. Эй ты, маленькая свинья, можешь ступать домой, он тебя уже не тронет. Так что прекрати меня держать и трястись со страху. Спаситель, спаситель, постой, я пойду с тобой. Возьми меня с собой, я тебе пригожусь. Ты моя судьба, я знала, что ты придешь за мной. Ллойд, если мы возьмем эту девчонку с собой, Мелисса очень сильно расстроится. Да и в академию ее просто так не впустят. Вот поэтому я не хотел помогать этой свинье. Я принадлежу только Мелиссе. Ведь я ради нее еду в эту дурацкую академию. Суженый, я не свинья, меня зовут Рэм. Рэм очень благодарна тебе, поэтому она хочет быть рядом. Позволь Рэм быть полезной. Ллойд, зачем ты так жесток с ней? Это было очень даже грубо с твоей стороны. Тебе лучше извиниться. Не нужно плакать, малышка. Прости его, пожалуйста. На самом деле он хороший, просто с другими людьми он немного груб. Он моя судьба, я же видела! Я буду с ним, хочет ли он этого или нет. Поэтому не нужно меня жалеть, я совсем справлюсь. Госпожа Мелисса бы уже задушила эту девчонку. Такое поведение явно не к добру. Ллойд вытирать не у нее явно не будет. Спустя 2 недели наступил мой день рождения, и мне исполнилось 16. Госпожа, вы такая красивая сегодня. Изумрудный цвет вам к лицу. Чувствую, что вы запомните этот вечер надолго. Да, спасибо, но у меня такой вопрос. Я тебя раньше не видела тут. Ты новенькая в особняке?
Да, вы правы, я работаю тут совсем недавно, а вы очень внимательная, моя леди. Удивительно. Тогда почему вместо моей личной горничной работаешь ты? Я что-то не припомню, чтобы нанимала тебя в свои помощницы. Куда подевалась Мелани? Она же всегда отвечает за мой внешний вид. Ты же должна что-то дознать, не так ли? У Мелани были дела, поэтому она попросила меня помочь вам с приготовлением. Сейчас в поместье полная суматоха, сами понимаете. Что ж, хорошо, я тебя поняла, можешь быть свободна. Твоя помощь мне уже не нужна. Стоять, а ты кто такая? Что ты забыла в комнате моей госпожи? Надеюсь, чего-нибудь не украла, пока ее не было в комнате. Отвали, я ничего не крала. Что еще за гонор такой? Если она новенькая, то слишком много себе позволяет. Мам, я хочу к Мелиссе, хочу к Мелиссе! Где же она? Я хочу подарить ей мой подарок. Когда она уже придет? Совсем скоро, подожди немного. Скажу тебе по секрету, что сегодня к нам приехала сама принцесса Альфида. Бог ты мой, сама принцесса к сестренке? Это же так круто! Сестренка Ллойда приехала к нам, так ведь? Только никому об этом не говори, хорошо? Мы сами всем расскажем эту новость, что в скором времени Ллойд станет принцем. Принцесса Альфида, кто бы мог подумать, что вы правда приедете на празднование Мелиссы Танишевской? Выглядите шикарно. Но знаете, мне пришло приглашение с очень интересным подтекстом, поэтому я не смогла оставить эту встречу без моего внимания. Меня никогда встречи не заставляли нервничать, как это. Нельзя же упускать такой шанс, верно же? Ты чего молчишь, как рыба, Ариэль? Скажи же, что этот вечер явно будет незабываемый. Раз так сказала сама принцесса. Да, вы правы, еще какой незабываемый вечер. Ведь граф и графиня лелеют свою дочь, а ради нее они такой праздник устроили. Что ж, я бы еще с вами поболтала, но, увы, мне уже пора идти. Надеюсь, девочки, что вы хорошо проведете время. Так что хорошего вечера. Конечно, принцессы, мы очень рады, что вы хоть немного провели с нами время. Спасибо за столь чудесный разговор. Что это вообще было? Что еще за кислая рожа? Хочешь, чтобы нас раскусили, а? Да если кто-то узнает о нашем плане, то тебе конец. Прости, Аврора, мне просто очень страшно. Я уже ментально не выдерживаю. Я сделала все, как ты хотела, правда? Ты что, настолько не ценишь нашу дружбу, что ради подруги не можешь поулыбаться принцессе? А что насчет яда? Даже этого сделать ради меня не можешь? Да как можно быть такой бесполезной? Я что, многого прошу от этой девчонки? Даже простое поручение выполнить не может. Нет, я правда очень ценю нашу дружбу, я ради тебя все сделаю. И сегодня все будет в силе, я обещаю. Вот так бы сразу я жду, что сегодня эта выскочка пойдет как настоящая легенда. Она должна быть благодарна. Я слишком плохо себя чувствую, хотя я даже не успела выйти к людям и поприветствовать их. Моя прекрасная леди, хочу вам сказать, что вы выглядите чудесно. Я ждал этого момента, чтобы поздравить вас с вашим днем рождения. Ха, какое жалкое зрелище.
Только подошел к ней, она уже убежала. Интересно, почему так вышло? Не вмешивайся не в свое дело. Наши отношения с Мелиссой тебя никак не касаются, понял? Она моя невеста, а не твоя. Она никогда не была твоей невестой и не будет. Даже ее семья сказала вам о том, что она не выйдет за тебя. Прекрати витать в облаках. С чего ты это взял? Сегодня я сделаю ей предложение, потому что я знаю одно. Мелисса жить без меня не может. Только посмей мне помешать как-либо. Если посмеешь, я лишу тебя головы. И ты тогда больше не увидишь ее никогда. Моя миледи, вы вся бледная. Я очень переживаю за вас. С вами точно все хорошо? Может, вызвать врача? На самом деле я чувствую себя отвратительно. Горло горит, как и я сама. Меня тошнит, кожа очень сильно чешется. Мелани, ты только не переживай, я справлюсь, правда. Я же организатор праздника, так что должна всех поприветствовать. Вы же меня не послушаете, если я сейчас же попрошу вас пойти к врачу, а потом отдыхать. Вы же должны понимать, что может стать хуже. Хорошо, я дам вам 5 минут. Если вы меня слушаетесь, то я расскажу все вашей матушке, что вы меня не послушали. Просто будь рядом, если мне станет хуже. То сразу же все и расскажем. Думаю, я чем-то отравилась утром, хотя сама и не помню, что ела. Ариэль, смотри внимательно, как Мелисса сдохнет, как помойная крыса. Выглядит не очень хорошо, значит, яд начал действовать. Аврора, будь тише, а если кто-то услышит? Ты поступаешь слишком жестоко по отношению к леди Мелиссе. Ариэль, закройся, если ничего хорошего сказать не можешь. Я наконец стала счастливой, что Артур станет моим. Но ты, как обычно, все портишь. Кто-нибудь позовите врача! Боже мой! Госпожа Мелисса! У нее кровь, спасите ее! Она умирает? Мне удалось спасти. Яд, который впитывался мне под кожу, чуть не убил меня. Сам яд находился в одежде. Служанка, которая все это подстроила, наложила на себя руки, когда мои рыцари попытались поймать ее. В глубине души я понимала, кто это сделал. Позже Милана рассказала о разговоре Авроры и Ариэль. Их взяли под стражу, где долго допытывали. Ариэль не выдержала и рассказала, что Аврора заставляла творить все эти гадости. Через месяц Аврору повесили. Ариэль выгнали из страны, лишили титула, вычеркнули из семейного древа. Так что она стала бедным чужаком в другой стране. Родители все же смогли переманить большую часть аристократии на сторону Ллойда. Так что по его приезду император назначит его своим наследником. Спустя 3 года. «Госпожа Мелисса!» «Я вернулся, моя леди. Вы же скучали по мне? Лично я очень скучал по вам». «Ллойд!» «Да, Ллойд, я очень скучала по тебе. Я даже больше скажу. Ты для меня многое значишь. Ты особенный. Но теперь вы точно не отвертитесь от меня после таких слов. Не знаю, чем вы тут занимались без меня, но император отправил мне письмо. А я никуда от вас и не бегу. Сейчас тебя признают принцем, а потом ты станешь императором, как я обещала, ты ведь помнишь? Хорошо, я тебя понял. Как только я стану императором, жди от меня письмо, что именно моей императрицей станешь ты, и никто другая. Ллойд,
Пошли быстрее, император хочет тебя увидеть. Мне кажется, он не очень рад тебя видеть. Так что нам будет лучше уйти как можно скорее. Понимаешь, Рэм? Нет, Ллойд всегда рад, Рэм. Ради меня Ллойд готов на все, я точно в это верю. Даже ради Рэм он приехал к императору. Но ты сама себя слышишь? Он уехал в академию ради того, чтобы он смог защитить свою госпожу, а не ради тебя. Нет, мы с Ллойдом по судьбе вместе. Разве ты не понимаешь? То, что мы встретились, это огромное чудо и божье послание. А это еще кто такая? Ллойд, почему ты мне не рассказал об этой особе? Интересно, что еще я не знаю? О, это Рэм. Я ее спас от одного дворянина 3 года назад. И вот до сих пор она бегает за мной как хвостик, так что я уже к ней привык. Прости, мне нужно как можно скорее приехать к императору. Если не приеду, сама знаешь, что будет. Так что увидимся, моя леди. Хоть император и не очень был рад своему сыну, но из-за давления аристократии Ллойда все же официально приняли как принца. С каждым днем Ллойд активно ухаживал за мной. У нас сложились прекрасные отношения, но она особо не мешала нам. Шло время, и вот Ллойд стал императором после кончины его отца. Уже как через год я стала императрицей и взяла под свое крыло Милану, чтобы та была в полной безопасности. Что же касается Артура и Магнуса, Магнус уехал путешествовать, а Артура повесили вместо младшей сестры, чтобы та оставалась в живых. Знаешь, Аврора, ты сделала меня очень одинокой, но даже сейчас ты осталась вместе с Артуром. Но теперь я императрица, а ты осталась ни с чем. Теперь я счастлива. Да, благодаря Ллойду и моей семье, которая меня любит, я счастлива. Конец.